Всем доброго времени суток, это 100 дней без смертей в 7 Days to Die. Хочу сказать, что в эту игру я уже играл, но по другой ветке прокачки и на среднем уровне сложности. Решил попробовать на максимальный и с одной жизнью. Посмотрим, что из этого вышло. Приятного просмотра. Все, сложность максимальная вот тут. Тут я ничего не трогал. Не хочу. Можно, конечно, упорол, чтобы вообще было жестко, но нахер не хочу. Появившись в мире, я начинаю выполнять начальный квест. Но у зомби другие планы на меня. Петя мохнатый. Шкила, сука, атакует. Да ты отстань от меня, Петя. Давай, еще удар меня. Не-не-не-не-не. Выполнив квест, получив свои заслуженные 4 очка навыков, я раскидал очки. Первое — сексуального тираннозавра. Второе — шеф-повар, чтобы можно было готовить хоть что-то, а не подгоревшее мясо жрать. Ну и основной веткой будет ветка интеллекта. И я решил попробовать сыграть через торговца. Ни разу не играл, посмотрим, что из этого выйдет. Пришел к торговцу, и это был Джоэл. Взял у него задание и побежал сразу же на него. Давай. Ну сейчас я так и буду играть. Ну не такие. Не надо. Вот ударил, смотри. Просто минус 23 сразу входу. В смысле сразу? Ну, скорее всего, потому что... Все. По луту все, конечно, скудненько, но нам это не важно. А важно нам выполнять как можно больше заданий, чтобы прокачать 4 уровень дерзкого авантюриста. Нам будет не важно уровень задания, нам важно количество. Ну, за квест на особо награды не было никакой интересной, я взял книжку и взял задание на следующий день. Обустроился я на церкви и стал дожидаться утра. Вот, видишь, музыка тын-тын-тын-тын. На следующий день я рванул на задание. Взял задание, оприходовал одну мадам и опять-таки лут говно. Долго... Ух, смотри, там сколько их. Двое уже, да? Сейчас по тапкам просто домой, еще все набежали. Блять. Вот про что я и говорил. 2 часа ноги сломаны. Скорость нулевая. С горя пополам, со сломанными ногами, добежал до торговца, получил свою говнонаграду, взял задание, заюзал шину и погнал на задание. Ой, ты дура, конечно. Ты посмотри, какая она тихая. Я не слышал, пока не обернулся. Плюс скример. Ну нахер. Все, пизда, смерть. Нет, живой. Нет. Да, как я живу, вообще не понимаю. Ну, залутался опять говнолут. И уже эту ночь я переждал в этом бункере. Есть одну. Да, мы тебя вкинем. Сколько тут надо? 4 уровень интеллекта. Я теперь придурок. Классно? Я придурок. Классно. Вы поняли? Угу, спасибо. Ну, в заданиях я брал уже у торговца только патроны, книги, которые я не прочитал, и бомбы. В общем, все, что надо для кровавой луны. По прокачке я по-прежнему шел в ветке интеллекта и приближался к двойным наградам у торговца. И под конец 4-го дня я взял себе и патроны, и велосипед. Теперь я буду выполнять задание еще быстрее. И в моей голове играла песня. Я буду долго гнать велосипед. Извините. У торговца я взял задание на поиск новых торговцев. И это ведь новая торговка была Джейн. У нее я прикупил калаш. После торговки я приехал обратно к своему Джоэлу и продолжал выполнять его задание. По-любому где-то тут сидите. Не? Я тебя не увидел. Пизда. Ночью я изучал различные виды блоков, потому что я буду строить свою базу, а не оставаться на этой церкви или на каких-либо уже построенных зданиях. Взял задание на очистку области в городе, и этих зомбарей там так много. Мне просто не дали нигде пройти. И я провалил задание. И всрал патроны. Да, перед кровавой луной. Круто. О, дикий вообще пипец. Это плохо.
Блин, все 3 патрона осталось. Пиздец. Пиздец. Да и хер с ним, я сдох там. Их слишком много в городе. Сделайте хотя бы пистолет из трубы, потому что на него у меня патроны хотя бы были. И я провалил второе здание, потому что время близилось уже к ночи. А это на минуточку была кровавая луна. Я хотел жить. Ебанько, что ли? Я не понимаю. Да, кролик бежит еще. Да пошел нахер. Хрен с вами. И заданием вашим. У меня ночь уже розовая пошла. Все. Все. Слышишь? А куда они побегут, мне интересно. Где у нас стоит, кстати? Вон. Слышишь, да, бегут. Вон они. Ну, первая луна была очень простая, их было очень мало, я их просто бомбами закидал и все. Утром добил остатки. И пошел дальше фармить ресурсы на заданиях. На 8-й день у торговца была схема тигеля, и грех был не взять его. За задание я получил награду у торговца. Нормальный, человеческий пистолет. И да, я забыл, есть же аэродропы. Но лут там не всегда радовал. На 11-й день я уже выполнил второй тир заданий. И мне должен будет открыться 3-й тир. И наконец-то я вкачал 8-й уровень интеллекта и дерзкого авантюриста на максимум. И теперь я получаю по 2 награды у торговца. Ну и кровавая луна. Кстати, кровавая луна была самая опасная за всю игру. Ну, именно увеличивается опыт. Понятно. Пиздец! Ну ёбаный сыр! Как же мне повезло! Вашу ж медь! Блять. Ой, как мне плохо! Я горю весь. Ой, больно. Ой, сука! Чуть не сдох от того, что я горю. Это, если бы я не упал, то эта волна была бы еще проще. Просто я упал и испугался. Еще поджег себя. У меня паника, я понимаю, что мне надо тушить. Я просто стою, думаю, нет, только не умереть. У меня все уже все серое, думаю, все, смотри, там 10, 18 хп, и все, думаю, все, смерть. Купил у торговца гаечный ключ и начал вкидываться не на сваем, а начал вкидываться, опять-таки не на сваем. Начал вкладываться в продвинутое проектирование. На 15-й день я начал постройку своего собственного дома. Начал ставить фундамент ночью, и мне решили помешать. Он двое. Чего? Он на меня бежит. О. Смотри, вот бродячая орда. Про что я и говорил. Вот я пошумел, они вот здесь вот и пришли. Чтобы мне было ночью чем заняться, я поставил небольшую будочку такую. И теперь ночью я буду копать там камень. На первом этаже у меня будет моя лутовая. Все мои вещи, все мои крафтовые предметы, все мои верстаки и так далее будут находиться там. Я обшил еще его плиткой, чтобы увеличить прочность первого этажа. На втором этаже я буду обороняться. Поставил импровизированную лестницу, зомби должны по ней идти. Поставил люки вместо дверей. Лицевую сторону моего здания я поставил решетки, чтобы я мог из них отстреливать. Но я не часто ими пользовался. И теперь моя продуктивность выросла. Ночью я теперь не просто ожидаю утра, а копаю себе камень, потому что
Камень нужен на бетон, камень нужен на булыжник, и это все для улучшения моего здания. Хотел подразбирать машины немножечко, но мне решили помешать. И решили помешать животные. И не просто животные, а зомби-животные. Плюс 30 урон, да? Козел. Ё-моё! Откуда ты взялся? Вы чё, угораете? Мама, спаси меня, пожалуйста. Начал потихоньку обустраиваться, перенес все вещи на первый этаж с церкви, поставил кузницу и поставил верстак. Выполнив следующий тир задания, я взял награду торговца 7500 дюков и набор штурмовой винтовки. Оттуда мне выпала штурмовая винтовка 4 тира. Также я взял арбалет и немножко патронов в придачу. Поставил бетономешалку, и теперь ночью я копал, днем я выполнял задания. И уже потихоньку начал лицевую часть здания закатывать в бетон. Крышу я решил не закрывать, а поставить лучше решетки, чтобы отстреливать стервятников. Ну и уже на 21 день я встречал свою первую орду в своем доме. С собственными руками построенными. Ну, ничего особенно как бы не поменялось. Только стало проще их убивать, потому что они бегут именно прямо на меня. Выстрелами из двустволки я поломал один деревянный блок. Ну, я его потом починил. И начал вкидываться в выгодный бартер, чтобы получать побольше дюков. Ну и теперь мой геймплей превратился в копательно-лутательно... Короче говоря, в день сурка. Днем я выполнял задание, ночью я копал. Ну иногда я рубил деревья, когда деревья заканчивалось. Ну и сажал же. За природу же я. Рубил, посадил. Из интересного за эту неделю произошло еще то, что я у торговца увидел бур. Я, естественно, его купил, и жизнь заиграла другими красками на какое-то время, но ненадолго. Сюда! Бур у меня! Еще я съездил за сокровищами. С буром копать вообще одно удовольствие. Награда там была, между прочим, вкусненькая такая, хорошенькая, точненькая такая, немножечко такая. Про кровавую луну говорить ничего не хочется, потому что она была достаточно простая. Увеличилось только количество. И убил я их уже к утру. Проблемы были только с патронами и с латунью. Поэтому я всегда скупал патроны у торговца и всегда разбирал машины, чтобы добыть радиаторы для гильз. И также копал селитру и уголь. Для пороха. Для патронов нету. Порох, давай порох. Литры есть. Очень мне это поможет, конечно, да. Понятно. Коннект у нас с тобой, братанчик, никакого не получится. Приобрел себе ППшку вместо пистолета. Отлично! И также я купил у торговца хил-лабораторию. И я понял, что я выиграл эту жизнь, и я прошел уже эту игру. Сделал себе мини-байк наконец-то. Потому что ездить на велике уже, не для меня. И вот он. Мой дилерик хаус. Колян, это не сарай, это моя неприступная крепость. Ты меня понял? Ну и потом я потратил несколько дней на поиски пустыни и сланца. Потому что бензин-то заканчивается не бесконечный. Нашел, выкопал столько, сколько поместилось в карманы. Теперь с бензином проблем не наблюдается. Но решил заняться немного электрикой. Поставил генератор, подрубил ловушку с клинками и работало четенько. Проверим на кровавой луне. У меня настолько много стали скопилось. Я решил немножечко обшить сталью первый этаж. А чё? Могу себе позволить. Решил выкопать такой квадратик и поставить там ловушку с лезвиями. И они, по идее, должны были туда падать и умирать. Но не работало, они просто оббегали ее. Кровавая луна, и опять они все однообразны, никакого экшона они не добавляют. Даже вроде на этот раз количество не увеличилось. У меня уже все есть, у меня и бур, и теперь еще бензопила. И теперь я настоящий байкер. У меня есть мотоцикл. Эти волны были настолько однообразными и скучными, что я одну волну отбивался только копьем. Вот, честно говоря, было очень тяжело играть, потому что заняться буквально нечем. Одна сплошная рутина: копаешь, крафтишь, что-то бегаешь, что там. Решил построить гараж. У меня есть как минимум 3 транспортных средства. И наверху я поставил себе
будущую площадку для приземления моего автожира. А вот, кстати, и он. Я пытался на него научиться летать целый день. У меня была цель посадить его на вот эту вот площадочку. Ну, получилось, в принципе, как бы, да. Ну и последнее, чем у меня оставалось заняться, это построить более-менее хороший дом, красивый. Ну, вот как так получилось. У меня там даже зомбоящик есть. Стану зомби в будущем, наверное, да. И моя левитирующая кровать, как в Хогвартсе. Последующие волны я решил не показывать, решил показать только финальную, потому что они ничем вообще не отличаются, никаких сложностей не доставляли. Честно говоря, весь 99-й день я простоял в АФК. Но вот мы и смогли дожить, буквально дотерпеть до этого 100-го дня. Что хотел бы сказать по поводу игры. Игра хорошая, безусловно. Может, я как-то не играл, все может быть. Но мне кажется, разрабам надо нерфить 4-й уровень прокачки дерзкого авантюриста. Потому что, как мне показалось, он ломает игру. И можно просто спидранить задания и получать очень хорошие награды. Ну а на этом все. С вами был я, Дмитрий, и вы были на канале Делирик. Заранее спасибо за лайки и подписку. И как обычно, жду ваше мнение в комментариях. So grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you